Привет, YouTube! Это Маша Пушка, и сегодня первая бьюти-профессия в проекте «Когда я вырасту», и по моим шикарным кудрям, наверное, понятно, что это профессия hair-стилист или стилист по прическам. Этот выпуск будет полезен всем, кто интересуется темой стильных, легких укладок, а не только тем, кто собирается профессионально этим заниматься. В этом выпуске вы узнаете, от чего зависит стойкость прически, спойлер, не от количества лака, самый универсальный диаметр плойки, сколько стоит стартовый набор хейр-стилиста и полезные лайфхаки по работе с волосами. Кто бы знал, что такая травмоопасная... Не то влияет на стойкость, ты как бы на глазах начинаешь тупеть. Эти кудри вывели меня из себя. Прям прически. Нифига себе. Сухой лак и жидкий лак. Вот что я придумала. Хейтеры скажут, да чему тут учиться, я себе и подружкам на все праздники и дни рождения такие кудри делаю. Ну, может быть, для кого-то в этом выпуске будет мало открытий, но для человека, у которого фирменная укладка — это посушиться вниз головой, а обычно это расчесалась и пошла, целым челленджем было просто научиться держать утюжок и плойку так, чтобы не обжигать себе руки. Ожог у меня. И вот с этим тяжелым случаем предстояло иметь дело Кристине Пустоваловой, стилисту по прическам с 7-летним стажем и основательнице студии красоты Air Hair. Она обучила уже сотни людей, проводит мастер-классы по всей России, и на этот раз она проведет для меня базовый курс «Все о локонах». Что это за профессия такая? Хейр-стилист. Конечно, она берет свое начало в профессии парикмахера, но с течением времени она отделилась в самостоятельное направление. Раньше называла себя как мастер по прическам, но сейчас уже больше как стилист. Я уже вижу немножечко по-другому, и, на мой взгляд, уже будет более правильно сказать стилист по прическам, потому что я уже именно в целом образ прорабатываю. Такой более глубокий подход. Да, начиная от прически, там, платья, аксессуаров и так далее. Мой курс будет длиться 4 дня, каждый из которых включает в себя показ и отработку на моделях. Но начнем мы, конечно, с базовой теории. У нас такой приятный огурчик. Красивая и стойкая укладка начинается с правильного определения типа волос. От этого зависит выбор инструмента, температура его нагрева, набор стайлинговых средств и их количество. По толщине волосы можно разделить на тонкие, средние и толстые. Небольшая подсказка: чаще всего темные волосы более толстые, а светлые более тонкие. А вот, например, седой волос, хоть и будет очень сильно сухим, но в то же время он будет толстым. Еще один важный критерий, который включает в себя предыдущую классификацию – степень повреждения волос. В представленной типологии они перечислены по мере ее возрастания. Чем ближе волосы к началу списка, тем проще с ними работать и тем меньше они требуют дополнительной подготовки с использованием различных средств. Наши с тобой, да, волосы не поврежденные, блестящие, красивые, гладкие и все такое. Если волосы в хорошем состоянии, то для начала работы понадобится только термозащита. Первое, что я делаю, наношу термозащиту. Ее вообще, по-хорошему, нужно использовать всегда, даже когда вы укладываете дома волосы феном. А вот поврежденные волосы нужно сначала напитать. Иногда этого требуют только концы, и тогда подойдет несмываемое средство для кончиков. А если этого требует все полотно, то для тонких волос лучше использовать крема, а для средних – пенки и муссы. Если волосы электризуются, то значит они суховаты, и их тоже стоит дополнительно напитать. Вот мы с вами уже незаметно обсудили стайлинг. Само это понятие подразумевает применение специальных средств для придания прическе формы, объема и ее надежной фиксации. Оказывается, не лаком единым. Да и самих лаков как минимум штуки 4 разновидностей. Я объясню про лаки, что это вообще как бы не то влияет на стойкость. На стойкость влияют все вот эти моменты, которые мы сейчас с тобой проходим. Сам локон будет держаться от того, что мы правильно подготовили волосы, не чем-то тяжелым, да, волосы не утяжелены, а температуру подобрали, инструмент подобрали, диаметр инструмента, Ну и в последнюю очередь, то есть это дает нам больше именно фиксацию формы вот в объемах.
Но лак бывает тоже нескольких типов, несколько видов распыления. Аэрозольный. Он распыляется, как средство для стекол, грубо говоря, вот в таком состоянии. То есть он этот распыляется под давлением, этот без давления. Сухой лак и жидкий лак, этот мокренький. То, что под давлением будет больше давать объем. Это на казахском сейчас пошло. Рассказ о всех средствах, их свойствах и применении получится очень объемным. Поэтому давайте поступим так. Всем, кому интересна эта тема, отправляйтесь в Инстаграм Кристине. Там в разделе Инстаграм Гид вы найдете такую подборку под названием «Кристина рекомендует». Там она рассказывает о своих любимых продуктах. Ссылочку я оставлю в описании. И завершаем базовую теорию быстрым, но важным обзором температуры нагрева инструментов. Для тонких волос она составляет 150-170 градусов, для средних 170-190 и для толстых 190-210. Очень важно! Это общие рекомендации, и нужно обязательно обращать внимание на рекомендации производителя. У меня есть один утюжок, который идет для кератинового выпрямления. И у него, если поставишь больше 180 градусов, волосам хана. Теперь настало время превратить эти волосатые знания в умения. И начинаем мы с самой простой укладки – мягкие волосы от лица на плойку. Голову не помню. Все, подготовили. То есть я не подготавливаю волосы на лак, я работаю именно с термозащитами. Я так раньше работала. Волос сушится очень сильно, и очень сильно волос еще утяжеляется. Локон будет лежать, как такая плоская ленточка. Каждая на своем месте. Она не идет на одном месте внахлёст, да, на каждую прядь, она каждая на своем месте. Мне кажется, же есть какие-то, знаешь, как тенденции модные. Да, у нас, кстати, очень часто приходят за голливудской волной. У нас позавчера вот там был рабочий день, и у всех была голливудская волна. Начнут делать, и начнется, а вот это что? Если бы я была стилистом по прическам, то у меня бы вот этот был утюжок, и все. Да, он очень красивый. Зелененький. И начинаем прочесывать всю нашу массу. Вот, и это смотрится вот по максимуму естественно, красиво, ухоженно. Можно ручками разбирать. Продукты мы все направляем, вот именно распыляющие, по росту волос сверху вниз. Берем прядочки и перекидываем вперед. И дальше уже формируем. Блин, после этого всего мне больно вспоминать, когда вот так вот делали, типа так. Да. Просто вплотняк. Так, ну сегодня, значит, надо куда-то срочно идти. До следующего мытья головы. У всех по-разному. Да? Кто-то до следующего мытья головы, кто-то до вечера, да. Ну, в общем-то, вот как-то так. Все, можем позировать. Теперь нам предстояло проверить, как я все это запомнила. Но у меня-то все ходы записаны. Так, значит, мы берем термозащиту. Надеваем фартук не только на себя, но и на клиента. Определяем тип волос. Если необходимо, дополнительно напитываем волосы. Если нет, то сразу наносим термозащиту. До конца жми. Да, и вот попробуй растянуть теперь. Да, вот таким движением. И теперь на волосы. Ты не до конца жмешь, слышу, прям так. Вот. Они сразу такие пригладенькие? Да. Пригладенькие. Пригладенькие. Расчесываем волосы, поднимаясь от кончиков к макушке головы. Определяемся с пробором. Отделяем горизонтальный ряд, примерно 5 сантиметров. Ну, там кривовасть. Главное, чтобы уши на одном уровне у всех были, да? Затем делим на вертикальные пряди и начинаем крутить, идя вверх по горизонтальным рядам. Я так вспотели ладошки. Эта последовательность применима ко всем укладкам, которые мы изучали на курсе. В этот день мы крутили волосы на плойку в технике лента, с оттяжкой каждой пряди от лица. Фото. Так. И делаешь оборот. Угу. Застряла. Так, прочесали. Я участвовала в конкурсе красоты «Маленькая мисс Волгоград». Чтобы у меня держались кудряшки, за день до мне сделали на железных бигудях 3 шишки. Вот здесь, здесь и здесь. Ну, типа на ночь, поняла? Немножко жизнь дает мне уроки. Как правильно держать плойку? Как правильно держать плойку. Кто бы знал, что такая травмоопасная профессия.
Ожог у меня что? Пожарная тревога. Вот держишь неправильно, сразу ожог. Да. 3 раза уже неправильно держал. Видишь, они уже в колбаску не сворачиваются, они все вместе. Шукай. Угу, хорошо. Тут вот челочку чуть вперед подтягиваем. Ну, в общем-то, все. Вот что у меня получилось по итогам первого дня. Я сейчас выйду и уйду. В первый день обучения на хейр-стилиста я узнала лайфхак, который теперь применяю каждый день и больше не мучаюсь тем, чтобы сделать красивый и ровный пробор. И делюсь им с вами. Для этого нам понадобится тонкий гребешок. Это что, Мелижа у нас? Добрый вечер. Берем гребешок и намечаем место нашего пробора и прикладываем его вот не такой тоненькой стороной, а плоской. И проводим в нужном нам месте, плотно прижавшись к волосам. И вот эти волосы мы отбрасываем в сторону, и вот эти тоже отбрасываем в сторону. И получаем вот такой вот идеально ровный пробор. Ты знала про такой лайфхак? Вот, будешь пользоваться. Имейте в виду. Ну давай, рассказывай. Расскажи, как получилось, что ты стала стилистом по прическам? Это вообще получилось очень неожиданно. Мне просто нравилось заплетать косички всем в школе, то есть это пошло еще со школы, вот именно нравилось что-то с волосами красиво создавать. И пока я училась в университете, мне все говорили: ну давай ты как-нибудь уже там зарабатывай на косичках. Я думаю, ну как, это невозможно, это все умеют, зачем? Мне не сложно, я сделаю так. Увидела в торговом центре как раз студию экспресс косичек, проработала там 1,5 года и плавно уходила именно в прически. Да, я отделилась от студии, то есть я оттуда ушла, и я работала на выезде и на дому немножко. Вот в этот момент я поняла, что когда я отделилась, мне интересно развиваться дальше в этом направлении, мне это безумно нравилось и нравится по сей день. А кто тут по профессии? Я по профессии психолог. Да. Ну, нет, это право. Пожалуйста. Вот, смотри, стрелка, видишь? Палец туда показывает. Все, наш палец. И у меня была прям вот цель, мечта открыть какое-то свое маленькое пространство. И вот уже у тебя большая студия, где у тебя уже здесь есть сотрудники. Как ты думаешь, что в твоей работе самое кайфовое, а что тебе больше всего не нравится? Самое кайфовое — это сам процесс. Когда уже Ты всё накрутил. Да, когда ты все накрутил, ты сама понимаешь. А самое нелюбимое — это уже мыть расчески, вот это все раскладывать. Мне все время было интересно с точки зрения, вопросы вот эти про дезинфекцию, про расчески, то есть как это все происходит, это же тоже есть определенные правила. Порядок, порядок. да. Расчески у нас на самом деле достаточно большой набор, контейнер с чистыми расческами уже изготовлены, которые лежат в ультрафиолетовом шкафу. Есть расчески, которые складываются в другой контейнер, вот именно для уже использованных расчесок, и в конце рабочего дня они подготавливаются дезинфицирующим спреем, который предназначен именно для расчесок, и дальше уже все это дело идет мыться под обычной водой с антибактериальным мылом и щеточкой. Каждая расчесочка не останется без внимания, то есть каждая расчесочка обязательно прочищается, потом сушится, и потом ультрафиолетовый шкаф. Как ты сама обучалась? Первое время ты смотрела ролики на Ютубе, а потом... Да, отработала на маме. Мама была подопытным кроликом. Но все время очень красиво ходила куда-нибудь. Да, на работу меня каждый раз спрашивали, что у тебя день рождения, что за мероприятие. Ну, в общем, чтобы вы понимали, это была такая, были такие прически, которые прям прически. То есть то, что мы сегодня делали, это прям по лайту. Я, когда сама провожу обучение, я сама переосмысливаю действия, я уже понимаю, как мне лучше делать, как не делать. То есть, когда я начала обучать, я просто стала проговаривать все действия, мне стало намного проще, у меня работа намного быстрее стала складываться. То есть, я поняла, что нужно оставить, а что нужно вообще убрать. Заставочка. Второй день сразу начался с показа Кристиной укладки хита сезона «Голливудская волна». Крутили мы снова на плойку, но теперь мы делали это в технике жгут. Отличие от техники лента в том, что прядка как бы не ровно выкладывается на инструмент, а закручивается перед этим. Чтобы добиться эффекта локона к локону, нужно крутить все пряди в одну сторону и аккуратно их раскладывать после расчесывания.
Если вы все сделали правильно, то они сами будут ложиться как надо. Они даже на плойке уже такие красивые. Да, есть такое. Даже вот в этих вот колбасках они уже симпатичные. Выглядит такая прическа просто роскошно. Только посмотрите на преображение нашей модели. А если добавить макияж? Ну, мы это освоим в каком-нибудь из следующих выпусков. День третий ознаменовался знакомством с утюжком. Да-да, тот самый красавчик цвета морской волны оказался в моих руках. И кажется, этот цвет тоже был не случайным, ведь мы делали пляжные локоны. Для меня этот инструмент оказался сложнее, в то время как Кристина может накрутить на утюжок даже быстрее, чем на плойку. Я страшно тупила. Куда тянуть, как ставить инструмент, где и когда перехватывать прядь. Мне казалось, мой мозг услышал слово «пляжные» и самостоятельно отправился в отпуск. Со стороны все кажется куда проще. Ну, это как и везде. Спустя 2,5 часа мы закончили отработку, и вот что у нас получилось. Финальный 4-й день. Главные действующие лица все те же – Кристина, я и утюжок. Мне предстояло освоить ломаную текстуру. Вот, если до этого я тормозила, то представьте уровень моего тупения теперь, когда каждый локон в пряди крутится в разные стороны. Слишком много волос. Кармелита. Единственное, где у тебя страдает место вот этой вот пропечатки, это тогда, когда ты останавливаешься и долго начинаешь переворачивать, у тебя просто выпрямляется. Нифига себе. Теперь я поняла. Допустим, самостоятельно, это же полная жесть. Такое накрутить. Ответственный момент. О боже мой. Зараза. Сок. Да. Утюжок пока мне, как это? Мне кажется, мы только сегодня утюжком начали ты с ним налаживать взаимоотношения. Короче, ты с ним пока на «вы». Вчера он дал мне понять, что он непростой парень. А я не знаю, мне просто кажется, что ты когда еще у тебя что-то начинает не получаться, ты как бы на глазах начинаешь тупеть. И я реально просто, я беру эту прядь и думаю, господи, Маш, неужели ты не можешь запомнить, в какую сторону тебе тянуть, а в какую сторону тебе крутить? И думаю, блин, наверное, они думают, что я просто, сумасшедшая. Дай себе шанс ошибиться, но ничего страшного в этом нет, абсолютно. А еще, когда ты вроде бы только что это сделала, и ты такая, следующую уже не можешь накрутить. Да. Точно так же. Хотя объем, на тебе объем. Получай, держи. Там, если что, ключик просто проверни. Дверь закроем, тут нам в гости Я уже помыла заглядывает. голову. Теперь расскажи ты о своих впечатлениях. Я вижу, что ты очень старательная, и я вижу, что у тебя прям очень хорошо получается, даже, бывает лучше, чем у опытных мастеров, потому что опытных приходится ломать. Переучивать. Да, переучивать, это намного сложнее. У тебя прям получается очень хорошо, тебе только оттачивать технику, я думаю, все будет получаться классно. Наверняка, Жек, было такое, что к тебе приходят женщины, девушки, которые старше тебя. Нет ли у тебя такого, что ты чувствуешь, блин, они такие взрослые? Я раньше, кстати, боялась, такая, думаю, сейчас придет ко мне какая-нибудь опытная женщина, там, намного старше меня, потом думаю, что я тут ей покажу. Но на самом деле, вот этот вот опыт, там, типа, 15 лет, или там опыт мой, там, 7 лет, вообще абсолютно может быть по-разному. Кто-то 15 лет одно и то же делал, как в первый год отучился, так и дальше продолжает, никак не развивается. А потом поняла, что мне есть что дать, есть что рассказать, и вот этот какой-то страх, или, знаешь, как барьер какой-то между нами ушел. В любом случае, спасибо тебе огромное, что ты согласилась. Мотор. Дубль 350. В общем, спасибо тебе, что ты согласилась на эту авантюру, что ты приняла нас эти 4 дня у себя в студии. Я думаю, что, меня в любом случае, даже если иногда мое лицо выражало, что типа, господи, что здесь происходит, там просто грузился процессор. Мне понравилось, как ты объясняешь, мне нравится, я тебе говорила, у тебя очень приятный голос, такая спокойная манера, вот, мне было комфортно.
Так что спасибо тебе большое. Очень приятно, что выбрали меня, нашу студию. И, в общем, мне было очень комфортно работать. Ты большой молодец. Я желаю тебе больших успехов. Надеюсь, что ты себя найдешь. Надеюсь, тебе просто пригодится, даже если вдруг ты не пойдешь по этому направлению, пригодится для себя. В конце обучения меня ждал сюрприз. Впервые в этом проекте мне вручили сертификат о прохождении курса. А я хочу тебе сертификатик еще вручить. Да, какой? Да. О том, что ты прошла обучение. Да? Да. Ого, мне такого еще не было. Не было? Да. Серьезно? Я никогда То есть не я буду была. первая? Да. Пойдем, я пишу при тебе. Сертификат! Я повешу себе в рам. Или у нас в спальне будет висеть сертификат. Главное не напортачить. Ну ладно, есть еще один. Маленький секрет. Ура! А будем так фотографироваться, как... Слушай, ну реально сертификат мне еще никто не вручал. Несмотря на то, что Кристина меня в целом похвалила и даже вручила сертификат, для меня лично вопрос этой профессии был не закрыт, пока я не сделаю укладку сама, от и до. Поэтому я написала в своем инстаграме следующее. Если у вас на этих выходных есть какое-то мероприятие, а перед этим 3 часа свободного времени, предлагаю сделать вам локоны от лица или голливудскую волну by Маша Пушка. С вас лак для волос, расческа и бесстрашие, а с меня уже не такие кривые ручки, термозащита и плойка. Больше я тебя могу подменить. Нашлось 2 смелых добровольца. Юля, которой я сделала голливудскую волну на день рождения к подруге, и Лана. Здесь ставки были еще больше, потому что укладка была для самой именинницы в день празднования дня рождения, так еще на тематическую вечеринку в японском стиле. А почти 2 месяца спустя мне снова пришлось открыть салон Маши Пушки буквально на 1 день, потому что у моей сестры был выпускной, и она попросила меня сделать ей укладку. Так как эти работы уже никто не оценивал, предлагаю сделать это вам и написать в комментариях, как вы считаете, получилось у меня или нет. Но, пожалуй, самый главный вызов профессии был сегодня, потому что я решила сделать себе сама укладку на съемку. И вот этот шедевр. Если что, я крутилась 2,5 часа. А? Что за локоны? Кристина, это не твоя школа. Шелк на концах, покажи, как ты. Вот. Я почему-то вспомнила собаку Кати Влас. Пожалуйста, вот здесь фотография. Короче, это вообще другие ощущения, ну даже не то чтобы ощущения, вот когда ты крутишь себя и когда ты крутишь другого человека, это абсолютно 2 разные техники. Возможно, я не знаю, что-то делала не так, но я измучилась. Добрый вечер. А что это значит? Я надеюсь, что все следующие разы меня будет укладывать кто-нибудь другой. Но в целом я все равно хочу освоить какие-то легкие ежедневные укладки, возможно, на какой-нибудь там стайлер, для того, чтобы мои ежедневные образы выглядели более законченно, потому что иногда вот все классно, у меня там классный лук, сделала легкий макияж, но вот с волосами что-то не так. 2,5 часа это не совсем ежедневный вариант. Что? И когда ты тут... А я, значит, все. Это кудри вывели меня из себя. Я думаю, что если бы я посетила курс локона для себя, то этот опыт был бы более удачным. Если вдруг вам тоже захотелось научиться делать все укладки, или вы, например, даже рассматриваете профессиональное обучение, то у меня для вас классная новость. По промокоду на экране вы получите 5% скидку на любое очное обучение у Кристины. Действие промокода по времени ограничено. Ну а теперь давайте подведем итоги. Я решила ввести простую понятную систему оценок тестируемых мною профессий и составила список из 10 критериев. Критериев? Хоть это должно быть и так понятно, но давайте еще раз просто на всякий случай проговорим это вслух. Это мое субъективное мнение, основанное на моем личном опыте, и оно может отличаться от вашего, и это ок. А теперь погнали. Сложность входа. 3 из 10. Мне показалось, что вход в профессию действительно не такой уж сложный. В целом ты сам определяешь, когда ты готов взять первого клиента. Да, прическа, особенно там перед важным событием, это очень важно, но если вдруг что-то пойдет не так, это всегда можно переделать. Обучение. 4 из 10. Уверенным и ответственным началом будет прохождение какого-нибудь хорошего базового курса. В целом, после того курса, который прошла я, уже можно работать. Стоимость такого обучения начинается где-то от 15 тысяч рублей. Сколько нужно учиться, чтобы выходить на работу, чтобы, не знаю, принять первого клиента? Вот как ты посчитаешь, например, нужным, то есть ты чувствуешь, что ты готова?
Можешь хоть сразу после обучения. Надо прям начинать, надо свои страхи через них перешагнуть. Оборудование. 4 из 10. Приобретая стартовый набор, можно уложиться в 15 тысяч рублей. Рекомендуемый набор – это термозащита, лак аэрозольный, лак неаэрозольный, набор расчесок, утюжок и плойка. Кстати, о ней. Самая универсальная плойка – это плойка 25 диаметра. На нее можно сделать большинство укладок. Именно ее Кристина рекомендует как для домашнего, так и для профессионального использования. Но, конечно же, мы не забываем про расчесочки, это тоже Расходник, да. Если, конечно, хочется сразу какой-нибудь тяжелый люкс, умножай на 10. До бесконечности. Да, конечно. Я, когда, например, выбираю инструменты и стайлинги, я смотрю на баночку, чтобы они эстетично выглядели. Вот ты сегодня обратила внимание на утюжок, ты такая, какой красивый. И вот когда ты подбираешь для себя инструменты такие, и продукты, и ты кайфуешь вообще не только от процесса работы, когда ты там прядочку какую-то вычесываешь, а вот именно от того, что тебя окружает. Окружение и локация. 7 из 10. Практически во всех современных студиях светло, уютно и стильно, а среди клиентов девушки в предвкушении какого-то приятного праздника или события. Физическая подготовка и активность. 3 из 10. Быть атлетом здесь, конечно же, не нужно, но в целом тебе нужно быть готовым к тому, что ты несколько часов в день простоишь на ногах, и они, возможно, будут гудеть. Конечно, в сравнении, например, с профессией бариста, где ты можешь простоять за стойкой с утра и до самого вечера, это чуть более лайтовый вариант. Здоровье и медицинские противопоказания. 2 из 10. В целом это, конечно, не очень травмоопасная профессия, но свои сложности и нюансы есть везде. Лично для меня это было открытием, но Кристина мне сказала, что могут быть проблемы с шейным и плечевым отделом из-за того, что довольно часто находишься в одном и том же статичном положении, из-за этого там могут образовываться зажимы. Если это случилось, поможет лечебный массаж, ну а чтобы не допустить этого, рекомендую вам ввести в свою жизнь спорт и утреннюю гимнастику. График работы. 5 из 10. С одной стороны, ты сам определяешь свой рабочий график и можешь назвать его свободным. Но с другой, если ты топовый специалист, ты можешь работать вообще без выходных. И это в буквальном смысле, потому что суббота – это самый свадебный день. У меня было не раз, что я выгорала, потому что я работала без выходных. Да, конечно. Потому что будни обучение, а выходные работа. Финансы. 7 из 10. Хороший, востребованный специалист может очень-очень хорошо зарабатывать, но в то же время, если ты просто работаешь сам на себя, есть все равно определенный финансовый потолок. Критерий номер 10 – прямые руки. 9 из 10. Изначально этот критерий звучал как «руки не из жопы», но я решила немного облагородить свой авторский критерий. Конечно, всему можно научиться, я действительно так считаю, но будет явно лучше, если ваши руки изначально будут прямыми и расти из плеч. Я опустила такие критерии, как перспектива и конкурентность, потому что считаю, что это очень субъективный фактор, и он зависит от каждого конкретного человека, его стремлений, знаний, опыта и профессионализма. Оставлять ли такую оценку по критериям, давайте решим вместе. Пишите в комментариях, зашла она вам или нет, или, может быть, у вас будут какие-то классные предложения по тому, как ее усовершенствовать. На этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди у нас профессия, которая оставила след не только в моем сердечке, но и на телах 6 человек. Это профессия тату-мастер. А всем пока-пока! Вот что я придумала.